Ко мне пришла девочка, которая зарабатывала почти 200 тысяч в год. Мы нашли действительно участок нашей мечты, более 50 объектов, которые мы вместе профинансировали, разработали. Они ровно половину отдали государству. Каждая профессия или каждая семья имеет свою цель. У меня 4-я квартира куплена по концепту ДФК Групп. Самым частым вопросом, который возникает у людей, это вопрос: что же делать? Купить для себя или купить под аренду? Что же делать в первую очередь? И я хотела бы, чтобы ты поделилась своим опытом, как сделала ты, и почему именно так, а не по-другому. В моем случае действительно собственное пользование или дом для собственного пользования был только 5-м объектом. Но это не должно быть примером для других людей. Но могу поделиться, почему в моем случае так произошло. Мы жили в достаточно дешевой, но очень подходящей нам квартире. Это была 3,5 комнаты квартира в Гамбурге, которая полностью с коммунальными, с обслуживанием, с горячей водой обходилась нам в Гамбурге в размере 700 евро в месяц. В радиусе 500 метров от этой квартиры было метро, школа обоих детей, гимназиум и футбольное поле. То есть, грубо говоря, мы были полностью обеспечены всем. И переезжать в тот момент, когда дети были еще достаточно маленькие, и отдаляться немножко от метро или отдаляться от школы нам было нецелесообразно. Поэтому, как специалист, это время мы использовали для создачи концепта, для создачи что-то для своего будущего и также будущей пенсии, так как я начала учиться в Германии, не только работать, а учиться в 32 года. То есть в 32 года я только переехала в Германию. И также банки в моем случае намного лучше финансировали дом, так как мы построили достаточно большой дом и в Гамбурге, и плюс мы нашли действительно участок нашей мечты, который находился в небольшом радиусе от того места, где мы жили, так как дети категорически не хотели переезжать. Да, поэтому мы использовали время для создачи капитала и поиска нашего объекта, который нам подходил на 100%. У меня есть клиентка, одна из первых, которая зарабатывает и на данный момент, и в тот момент зарабатывает намного меньше 3000 нетто, живет в очень дешевой съемной квартире. И мы с этой клиенткой разработали кейс, в который входит 3 объекта абсолютно новостроенных. И цель этой покупки была через 10 лет самый большой объект из 3 продать, чтобы 2 было выплаченных. Спустя 7 лет мы уже достигли нашу цель, поставленную 7 лет назад. Но, естественно, еще надо 3 года подождать, чтобы это еще и было безналогово. Но, грубо говоря, мы за 10 лет свою цель даже намного быстрее выполнили. И для этой клиентки самое главное было то, что кто-то должен этим всем управлять. То есть она абсолютно была не в ресурсе даже одной квартиры управлять самой, или если вдруг бы какие-либо случаи страховые, либо съемщики бы не платили, она бы сама не потянула. И для нее был идеальный концепт, как раз беззаботный, как от компании ДФК Групп, приобрести эти объекты. И мы это сделали. Второй кейс, один из моих любимых, это клиенты, у которых более 50 объектов, которые мы вместе профинансировали, разработали. И в этом кейсе глава семьи — обычный работник Deutsche Bahn, водитель автобуса. Водитель автобуса на тот момент, когда мы начали разрабатывать наш концепт, это было более 9 лет назад, почти 10 лет в этом концепте, зарабатывал менее 2000 нетто. Ну и плюс супруга немного зарабатывала, но тоже не более 1500 нетто. И за этот срок мы смогли построить более 50 квартир, но во многих квартирах они сами красили двери, они сами встраивали кухню, они сами клеили обои, с детьми, таким дружным подрядом. Их цель была: мы хотим чего-то достичь в Германии больше. И они достигли свою цель. На данный момент этой семье, даже в данной ситуации, где не прошло еще 10 лет, им не надо больше работать для того, чтобы обеспечивать свою семью, потому что их цель была за счет поступления арендной платы, она должна была всегда быть выше, чем растраты по кредиту, создать себе пассивный доход. И мы достигли эту цель. И только в тот момент, когда они начали зарабатывать уже так много, естественно, платить больше налогов, мы воспользовались беззаботным концептом в рамках этого кейса, где мы купили один из объектов уже в нашей компании, достаточно большую 3-комнатную квартиру в Гамбурге, которая стоила более 600 тысяч одна. И благодаря этой одной квартире они списывали 23 тысячи со своего налога. Это такой маленький уже пример 2 кейсов. Поэтому я буду сказать, с помощью нашего блога многие люди, в зависимости от их потребностей, могут создать свой личный кейс, более активно участвуя в его создании, либо пассивно, как вот с моей клиенткой. Если опять вернуться к моему кейсу, то на данный момент у меня 4-я квартира куплена по концепту ДФК Групп. Поступил такой вопрос, что финансирование недвижимости — это же кредит.
и это обязательство. И а что будет, если, например, человек не сможет платить этот кредит? И как вообще выкрутиться в этой ситуации? Если мы говорим за вид инвестиций, то в тот момент, как вы взяли кредит и запустили концепт, можно сказать, особенно если это ДФК Групп концепт, где исключается тот момент, что в квартире может что-то случиться, и вы будете за это платить. А исключается тот момент, что жилец не будет платить, так как в рамках концепта это перекладывается на управленческую компанию. Грубо говоря, вы сдаете квартиру управленческой компании, а компания имеет право ее даже дороже сдать дальше. Грубо говоря, у вас исключаются, возможно, риски неполучаемости арендной платы. Таким образом, если человек теряет работу, это абсолютно не имеет никакого влияния на этот концепт. Единственное, что может привести к тому, что вы будете медленнее отдавать тело кредита и таким образом понизите свою месячную инвестицию до списания налога. Если мы говорим какие-то массовые ситуации, допустим, пандемию мы тоже пережили, то все банки сразу же сказали, вам достаточно написать короткий email в банк и сказать, я хочу сделать тильгун аусетсен, то есть минимировать мои месячные платежи. То в этих случаях клиенты даже до того, как они в конце года списывали, так как тело кредита нельзя списать, получали еще и плюс в месячном эквиваленте, и в конце года все равно еще имели достаточно большие суммы для оптимизации своей налоговой базы. Грубо говоря, если у клиента что-то персонально происходит, ему достаточно понизить размер отдачи тела кредита, и таким образом его концепт будет сам себя полностью гасить. Поэтому с момента того, как вы подписали у нотариуса и банк одобрил кредит, даже в самых сложных ситуациях этот концепт без проблем будет функционировать. А не заставляют ли в таком случае продать квартиру и, так сказать, избавиться от этого кредита? Этот вопрос активно поднимался лет 10 назад, еще можно было бы спорно говорить об этом вопросе. Сейчас даже в моей практике встречались случаи, где люди, уже будучи на социале, прожив в каких-то квартирах долгосрочно, даже им одобряли кредит, когда они перепокупали свои квартиры, когда Баугеноссеншафт их продавал. Это неимоверное исключение из правил, но мы говорим о том, что социальной службе невыгодно заставлять вас продавать объект, потому что это все-таки какой-то фермёген в будущем, которым вы можете воспользоваться. Это отдельная тема, она очень тонкая. Коротко могу ответить: нет, не заставляют. Но социал не будет оплачивать высокое тело кредита по этому концепту. И еще такой вопрос. Допустим, если сейчас человек морально не готов оформить кредит на недвижимость, то есть ли какие-то возможности, например, инвестировать в компанию, может быть, под процент какой-то? Если мы говорим как независимые эксперты или как компаньоны или сотрудники ДФК Групп, есть разные варианты. Первый вариант, естественно, деньги можно абсолютно бесплатно хранить на счету. Это более надежный вид инвестиции, но законодатель говорит, как только у тебя на счету больше 100 тысяч, то 100 тысяч евро уже не защищено законодательной базой, то есть уже есть возможность их потерять. Дальше есть возможность инвестировать в различные накопительные программы, как Lebensversicherung, либо всякие Bausparverträge под приблизительно 3-3,5%. Есть возможность инвестировать в такие компании, как ДФК Групп, различные не массовые продукты, но достаточно надежные продукты, потому что, с другой стороны, всегда есть в залоге те квартиры, те объекты, которые строит компания и продает. В Германии новостройки продаются на этапе котлована. И пока дом достроится, люди должны платить кредит сами. И это, возможно, год, иногда даже 2. Каким именно механизмом пользуются люди для того, чтобы оплачивать квартиру в этот период? Когда человек делает это сам, здесь очень важно учесть, так как многие банки дают абсолютно бесплатно возможность хранения денег, вплоть до 12 месяцев, это прям классика. Да? И здесь надо просто грамотно просчитать, как будут происходить выплаты по этапам стройки и потянет ли конкретно эта семья такой вид инвестиции. Да? Потому что очень часто люди недооценивают, как много они могут в этом этапе платить. Второе, когда мы делаем это с ДФК Групп, то в основном в их концептах у людей перенимаются все затраты, либо строительные процессы происходят в течение года, то есть мы следим очень сильно за тем, чтобы избежать вот этих дополнительных затрат. И только когда объект будет готов, что еще очень важно в этом концепте, деньги переводятся не по факту строительства, а переводятся только в тот момент, когда клиент принял дом.
То есть, вне зависимости от того, выбрала ты объект, к примеру, в Бад Киссинген, который будет готов через 3 месяца, или в Пайне, который будет готов через месяц, или в Бад Родах, который будет готов в декабре, этот вопрос очень часто, да, всплывал, то ты не переводишь деньги за этот объект, пока ты не принял сам объект. Это делается для безопасности вкладов наших вкладчиков, это делается для безопасности потребителя, который покупает. То есть ты избегаешь какие-либо затраты. Люди, которые хотят инвестировать в недвижимость под аренду, они чаще всего рассматривают недвижимость, которая находится возле них рядом. Какой смысл есть покупать недвижимость, которая, например, находится за 500 километров от места жительства собственника, и вы продаете недвижимость по всей Германии или где-то конкретные города только? Можно сказать первое, что ДФК строит и на юге, и на севере, и в центре Германии. Это первый ответ на вопрос, то есть по всей Германии, но не в каждом городе у нас есть концепция. Так как мы этими объектами, или ДФК Групп управляет этими объектами, естественно, они анализируют и покупают в тех районах, где прогнозируется прирост ценовой политики квадратного метра и прирост повышения арендной платы, да, потому что иначе концепт не будет функционировать. Второе, ответ на вопрос, выгодно ли покупать возле себя или подальше. Если идти с налоговой точки зрения, чем дальше объект находится от твоего места прописки, ты можешь дополнительно еще списывать про километр, в зависимости от финансового управления конкретной земли, от 3 до 7 раз, что ты ездишь в этот объект, даже если ты не ездишь, ты можешь паушаль списывать. Поэтому для списания теоретически даже выгодно, чтобы объект находился подальше. Почему же люди боятся покупать подальше? Потому что они рассуждают таким образом, а если в квартире что-то случится, мне же надо туда поехать, починить, разобраться, пересдать эту квартиру. Но когда мы говорим за беззаботный концепт, то клиент перед тем, как приобрести квартиру, до цента видит, как это будет выглядеть. Он будет видеть, что он спишет, что он инвестирует, сколько ему вернется в конце года. Вот по твоим личным наблюдениям, из каких сфер деятельности у тебя лично больше всего клиентов? Опять же разделим. Как раз в моем портфолио я приводила пример, что вот клиент, который достаточно немного зарабатывали как семья, искали на свободном рынке объекты, чтобы как можно больше заработать. Это могут быть профессии абсолютно любые. У меня самый яркий пример, где пришла семья, никакую профессию не хочу обидеть, это не моя цель в данном высказывании, но у главы семьи его профессия была описана вот таким длинным названием: менеджер по уборке прилегающей территории завода. И это название было настолько длинное, когда он написал гордо в Selbstauskunft, кем он работает. Но, грубо говоря, сократя, это просто обычный уборщик, который убирает специальной техникой помещение завода. А супруга работала на том же заводе фасовщицей. И эта семья смогла себе позволить приобрести дом не только для собственного пользования, но и квартиру как вид вложения. Естественно, домом они занимались сами, а квартира как вид вложения они решили взять с управленческой компанией, потому что боялись того, что в каком-то месяце может быть большой недостача, если не придет арендная плата. Возьмем другой пример. Приходят семьи, в основном это айтишники, доктора, профессора, то есть семьи, которые зарабатывают 75 тысяч плюс. Естественно, у этого контингента, как только такая семья заплатила от 50 до 200 тысяч только налоги в текущем году, естественно, многие уже имеют свои квартиры, но у них совсем другая боль. У них боль, особенно после короны, где врачи проработали, не были у своей семьи, рисковали своей жизнью, проработали часы больше. Как ты думаешь, с чем они столкнулись через год? С тем, что заработав 30-40 тысяч больше от того, что они делали вакцины, они ровно половину отдали государству. И они были настолько расстроены этим, хотя это логично, да? Если мы заработали больше, мы больше заплатим налог. Но что это было ровно половина, многие были шокированы. Поэтому концепция, то, что законодатель позволяет приобрести сейчас новострой, и за счет этого новостроя, где ты не вникаешь ни одной минутой своего времени, а для этих людей час времени стоит намного дороже, чем, допустим, активно заработать 100 евро, на которые они все равно половину заплатят налог. Поэтому каждая профессия или каждая семья имеет свою цель. Либо купить для себя вместе с такой квартирой, как вид вложения. Я в прошлом видео тоже пример приводила, где ко мне пришла девочка, которая зарабатывала почти 200 тысяч в год, не будучи замужем. Естественно, она давала неимоверно большие налоги. И покупав квартиру для себя, она хотела почти 200 тысяч собственного капитала вложить в эту квартиру. Мы ей просчитали концепцию, где минимировали этот
этот собственный капитал до 150 тысяч, посмотрели, как в месяц будет отличаться, и 50 тысяч вложили в инвестиционный пакет. И когда она увидела через 1,5 года, сколько с этого инвестиционного пакета она генерировала своего налога назад, что она не только покрыла все инвестиции, потому что она не делала стопроцентное финансирование, еще и часть денег осталась. Таким образом, живя в своей квартире, она с помощью своих отдаваемых налогов создала себе что-то на будущее.